Овен, 2024 год, год дракона. И я приветствую вас, представители знака зодиака Овен, на канале Таро Инспирационе. Мы выполним этот Таро-прогноз, гороскоп на колоде Золотого Таро, и он будет касаться непосредственно вас, мои дорогие Овны, вашей личности. На канале, и я оставлю ссылки в описании под видео, есть еще другие расклады, как, к примеру, события 2024 года, или по китайскому календарю, по вашему году рождения, вы тоже можете себя посмотреть для полноты информации. А мы приступаем, и первая карта у нас будет касаться, опять же, вашей личности. Что для вас этот 2024 год? Как я буду чувствовать себя, какие возможности, как вообще будут в целом либо задачи какие-то стоять, либо для меня откроются какие-то перспективы. Вот давайте посмотрим, в каких энергиях Овен будет находиться в год дракона. Что для вас? Это как, что важно знать. Карта колесница. Динамичный будет год. Не будет как прежде. Смена парадигмы будет. То, как вы действовали прежде, теперь вам так точно не захочется. В целом, видимо, какие-то важные выводы вы сделаете. Может быть, если прежде вы где-то бы брали реваншем, ведь Овен это всегда победитель, это ваша карта император, олицетворение, когда все должно быть под контролем. Но, видимо, какие-то прежние методы не работают или какая-то смена шаблона происходит, что если я буду действовать как прежде или подходить как-то стереотипно к людям, или отвечать где-то ожиданиям окружающих, то я, скорее всего, проиграю. Вот здесь будет, может быть, очень важная эта мысль для вас самих или как важное решение, что я должен именно изменить сам себя или восприятие окружающими меня. Этот год вам подарит как возможности в плане построить карьеру, безусловно, карта успеха, карта колесница. Но это будут какие-то другие, может быть, условия. Для кого-то из вас совершить переезд, изменить, улучшить жилищные условия. Старший аркан колесница на вас будут влиять, по старшему аркану это всегда так, на вас будут влиять события извне. Может быть, той обстановки местности, в которой вы находитесь. Может быть, где-то и окружение, которое вы, кстати, тоже захотите поменять. Может быть, ваши планы будут где-то претерпевать коррекцию в связи с тем, что, опять же, какая обстановка вокруг меня. Как прежде уже не будет. И карта говорит, отпускай прошлое. Оно для тебя не имеет значения. Для тебя совершенно иное качество жизни нужно выстроить в течение 2024 года. По сути, где-то карта говорит нам о моменте трансформации и перехода, потому что прошлого уже нет, а будущее вы закладываете, как будто отстраиваете. Может быть, новую систему каких-то ценностей или новую систему планов, намерений, к которым вы уже приступите в 2024 году. Давайте посмотрим мир собственности или материальные блага, которыми вы владеете теперь и которыми будете владеть в 2024 году. Как видят карты. Материальный мир для вас, мои дорогие Овны. Что для вас это означает? Мне нечего добавить, карта мага, карта великого манипулятора, может быть, и придется манипулировать. Но вот я сказала, вы в других энергиях находитесь. И если, опять же, Овен, понятно, это огненная энергия, а по магу это полный нейтралитет. Это позиция серого кардинала. Для того, чтобы решить какие-то материальные вопросы. И нет, кстати, преград. Для вас будет очень важно, как наблюдать, а потом действовать. Вовремя делать выводы, как будто не ускорять те события, которые от вас не зависят. И, может быть, принять отчасти с душевным спокойствием все то, что вы не можете изменить. Как будто нет смысла педалировать то, или как-то ускорять ситуацию, или как будто возобновлять отношения. Вы какие-то очень важные выводы делаете. Действительно, трансформация сама по себе, хотя это не 13-й аркан, это карта удачи, счастья, успеха, все-таки колесница, быстрых каких-то событий, изменений. И обратите внимание, мои дорогие Овны, у вас 2 старших аркана выпадает. Поэтому хотим или нет, обстоятельства нашей жизни на нас влияют, нашего окружения, поэтому для вас окружение будет очень важно, и в то же время по карте мага, чтобы осуществить какой-то свой материальный проект, и по магу это все возможно, нам придется быть где-то как расчетливыми и абсолютно
Если больше от овнов, будем говорить, ждут какого-то реванша или какого-то, если инсайта, то сразу же активных действий, а по магу нет. Он не рвется в бой. Он действует аккуратно, где-то незаметно. Может быть, мои дорогие овны, и из-под тишка. Потому что, видимо, для вас будет такая энергетика очень важна. Ведь мы не знаем, с какими людьми вы можете столкнуться. И вы можете себе навредить где-то горячностью, которая вам свойственна. Придется учиться действовать по-другому. Но возможности для вас действительно велики. Давайте посмотрим. Сфера общения, отношений с близкими, с родственниками, с друзьями. Ваше окружение. Ваше окружение вы захотите точно поменять, как будто будут идти люди, с которыми, точнее, может быть, прежде не сложилась какая-то история, или наоборот, были разочарования, кому я не верю. Вам захочется их буквально вычеркнуть из своей жизни, по крайней мере, если у нас выпадает карта мага, и следом у нас идет девятка жезлов, не захочется себе навредить, и, наверное, людей вы будете оценивать с позиции, что я могу от него ожидать. Может быть, каких неожиданностей я могу ожидать от того или иного человека. Вы будете их словно, где-то так просвечивать, словно рентгеном, да, пытаясь прочувствовать собеседника, может быть, даже соседа. И если прежде бы вы не задумывались, то здесь как будто через отношения у вас будут строиться многие составляющие вашей жизни. И две, наверное, или два направления, навредит ли мне человек или нет, или может он мне чем-то быть полезен, или может ли он мне в чем-то содействие оказать, или нет. Увы, по девятке жезлов это карта великой мощи в герметической колоде Таро, когда мы обладаем большой силой, нам об этом уже сказали, но мы ее не намерены расходовать на всех. Может быть, прежде к вам бы можно было обратиться, и Овен быстро бы откликнулся. Вы люди открытые, где-то горячность, присущая вам, она завораживает, потому что вы сильные люди. И есть всегда, может быть, такой вариант в вашем окружении, может быть, отчасти у близких, когда можно переложить было на плечи Овна какую-то задачу, и он, несомненно, справился, кто-то в этот период спокойно наблюдает. Теперь вы поменяетесь местами. Вы как раз превратитесь словно в наблюдателя, и перед тем, как действовать, не захочется что-то ускорять. Правда, вот эта энергетика мага, она в первую очередь скажется на общении. Что еще? Какова перспектива общения или новых каких-то знакомств? Королева кубков. Вообще это карта мудрости и интуиции. Видимо, какая-то совершенно новая составляющая в ваших отношениях должна прийти на смену тому шаблону, который был прежде. Знаете, никогда у нас много знакомых. Может быть, мы даже сами не даем себе отчет, действительно, это случайные знакомые, нужно ли продолжать какое-то общение. По королеве кубков, безусловно, это то общение, которое для нас имеет какую-то ценность. Поэтому вы с позиции ценности того или иного человека. И где-то, насколько, может быть, вопросы встанут, кого мне следует впускать, словно, в мой более близкий мир. Круг ваших знакомых в целом, мои дорогие овны, он словно сузится. Он может расшириться в каких-то нужных более людях, но вы будете дистанцию какую-то держать. Именно в том контексте, насколько для вас важен и нужен человек. Совершенно другие энергии, обратите это внимание. Вот ваша энергетика – это больше жезлы. А тут нам жезлы выпадают как самосохранение как раз. Здесь ничего никто не форсирует. Какой-то прежний опыт мы не должны повторить. Поэтому и сужаться будет где-то круг общения и переоцениваться. Итак, что личная жизнь, давайте посмотрим. И любовь. У кого-то это девятка мечей будет ситуация, когда мне не хочется совершить еще раз какую-то ошибку. Для кого-то из вас это карта внутренних страхов, сомнений, когда действительно даже прежние какие-то отношения вы будете подвергать, словно анализу, анализировать, насколько искренен со мной человек. Вот с позиции надежности у вас будет словно вся жизнь переоценена,
как и, может быть, на работу, как на ваши планы, так и через общение с людьми. Может быть, у кого-то было предательство или была какая-то еще грустная история. Нам не должно это препятствовать выстроить какую-то гармонию. Давайте я достану еще одну карту. Личная жизнь и любовь. Тут как раз может ворваться словно вам знакомство с новым человеком, или совершенно какие-то новые отношения, или вы будете принимать важные решения в отношении тех людей, с которыми уже прежде, может быть, завершать что-то, если фактически ваши отношения сложились или сохраняются на начало 2024 года только де юре, а по факту это взаимопонимание было утрачено. Давайте посмотрим новые отношения, мои дорогие, новая любовь. Вы победители в любом случае, и поэтому для каждого из вас, мои дорогие овны, вот эта позиция на личную жизнь говорит, что с одной стороны нам не должны сомнения помешать построить гармоничные отношения, с другой стороны у нас есть возможность, безусловно, осуществить новое знакомство. Где-то нам будут помогать, может быть, пережитый какой-то опыт или переоценка людей, больше прислушиваться к интуиции. Но, с другой стороны, есть еще и возможность, если даже в ваших прежних отношениях в сложных, но вам человек дорог, есть возможность договориться, словно само пространство вам будет подавать какие-то варианты возможностей совместного диалога в конечном итоге, чтобы осуществить какую-то победу. Все будет так, как вы захотите. Там, где отношения для вас важны, вы сможете это как-то перевести в тот формат отношений, который вы именно хотите. Ну, а, наверное, с теми людьми, которые не вызывают у вас позитива, не вызывают уже доверия, с кем была уже связана какая-то грустная история. Вот в этой девятке мечей вы поставите точку. Давайте посмотрим работа творчества. Каковы перспективы? Карта Луна. Еще на начало 2024 года могут быть словно тысячи неопределенностей. И сам-то по себе год дракона начинается в феврале, с 10 февраля. Поэтому мы можем еще раскачиваться. Больше на начало, может быть, февраля и январь будут действовать энергии 2023 года. Что-то завершать, какие-то итоги будем подводить и уже планировать что-то на будущее, но еще не ускоряться. Здесь как будто, знаете, мы себе должны не навредить. Вот начало 2024 года может быть в такой энергетике. Не делать больше одного шага за раз. Опять же, помогу наблюдать, понимаете? Потому что что-то, это опять же старший аркан, будет меняться. Посмотрите, на работу выпадает Луна. И это сама по себе, как я сказала, неопределенность. И с другой стороны, нам выпадает карта колесницы. Неизбежны какие-то перемены даже на работе, может быть, по тому месту службы, где вы теперь находитесь. Руководство меняется или новые правила какие-то будут меняться. И сказать, что на начало года уже отстроился какой-то порядок с учетом карты Луна. Нет, но для вас это будут какие-то возможности. Поэтому наблюдайте. С чем-то вы не должны поторопиться. Давайте мы посмотрим еще. Работа, творчество. Мы не должны поторопиться и, кстати, проявлять какую-то чрезмерную активность. Нас могут выводить, зная характер, например, вас, мои дорогие овны, на эмоциональный какой-то фон, чтобы вы быстрее проявились. Вам захочется подвести итог, может быть, даже. С одной стороны, это желание кому-то что-то доказать, что я прав, но рядом у нас карта Луна, и нам говорят, не проявляй где-то свои эмоции. Все же карта предлагает, как маг по магу, волшебнику, алхимику, отступить полшага назад и наблюдать. Две карты, мои дорогие, овны, про наблюдение и уж точно на начало года. Давайте будем узнавать, как будет развиваться ваша карьера, амбиции и вопросы ваших достижений. По пятерке Пентаклей это нам захочется иметь больше финансового дохода, изменить какую-то финансовую составляющую для того, чтобы быть более не только ресурсным, а для того, чтобы самому управлять своей жизнью. Значит, для кого-то из вас может просто какая-то финансовая ситуация подтолкнуть к тому, что
У кого-то это проявится в развитии личного творчества, для кого-то, когда вы уйдете в какое-то свое ремесло, а кто-то из вас будет строить карьеру. И именно не потому, что, может быть, прежде вам даже не столько хотелось построить карьеру или достигать какой-то власти. Тут больше было желание доказать. А теперь вы увидите ситуацию как-то по-другому. Да нет, зачем смысл кому-то что-то доказывать? Мне нужно действительно самому как будто к этой власти пробиться, чтобы иметь совершенно другой, иной финансовый доход, иметь иные возможности, не может быть, где-то поменять окружение, избавиться от каких-то спорщиков. И вот это, как по Луне, неопределенность. Вы захотите с начала 2024 года для себя в чем-то разобраться, определить какое-то направление. Давайте мы посмотрим. Сфера достижений ваших. Четверка мечей. Когда нам не захочется... Вообще мы складываем оружие, нам не хочется каких-то споров. Уход сам по себе достижений, когда, может быть, для кого-то из вас хочется больше спокойной жизни. Правда? Может быть, это будет тот побудительный мотив. Для кого-то из меня смотрят девочки, женщины. Для кого-то из вас это могут быть вопросы семьи, которые выйдут на первый план. Может быть, именно вашей личной пары. Может быть, вопросы, связанные с материнством отчасти по этим картам, когда всяческая возможность как риска, так и нервозной обстановки вы вынуждены будете исключить. Тут самое главное привести мысли в порядок на достижение. Видимо, какой-то период вы будете переключаться и еще с той энергетики, когда вот хотелось реванша, на ту энергетику, когда я хочу больше спокойствия. Когда, может быть, прежде было очень много работы, а теперь я хочу более размеренной жизни. Давайте мы посмотрим. Ваша сфера достижений в плане власти, вот именно вашей власти. Не просто карьера, а как самому руководить процессом. Здесь, правда, идет какая-то трансформация, и мне даже оглядываться назад не хочется. Вот есть какая-то составляющая, мои дорогие овны, к чему не захочется не просто возвращаться, а возвращаться даже мыслями. Давайте посмотрим, что нам показывают карты. Для кого-то из вас уже сложилась ситуация, когда нужно делать выбор. И выбор этот как будто неизбежен. И знаете, от чего захочется или к чему не захочется возвращаться? Как к тем отношениям, где я не чувствую себя в защищенности, к тем людям, которые могут меня подвести. Где-то не захочется продолжать общение буквально с предателями. Вот почему-то есть у вас составляющая, когда какая-то обида, может быть, через отношения. У кого-то это может быть и касаемо вопросов работы, когда нас что-то очень больно ранило, и настолько вот этот опыт для вас оказался тяжелым, может быть, вы никому и не показывали вида, а здесь вы это ощутите в полной мере, и вам или для вас это послужит основным побудительным мотивом «я не хочу больше, как раньше». Вот интересно, так что же у нас тогда, нам карты говорят, каковы же будут наши амбиции? Но посмотрите, нам карты только о чем пока сказали. Какая-то непонятная обстановка. Если мы говорим про работу, про амбиции, про достижения, да, непонятная обстановка вокруг вас. Там может быть турбулентность или когда нас как будто постоянно провоцируют. Мы чувствуем, что мы между молотом и наковальней. Плюс материального вознаграждения нам как будто это не приносит ни удовлетворения, ни, может быть, есть возможность вроде как заработать или нам что-то обещается, а по факту что-то не исполняется. В итоге одно желание – сложить оружие, в чем-то уже не участвовать. Вы как будто подводите неизбежно итоги. Для кого-то из вас все-таки эта карта действительно трансформации. Неизбежны будут перемены. Вы либо смените работу, либо сферу деятельности, либо направление, либо поедете туда, куда прежде не собирались. Но вот именно вот это разочарование – какое-то ваше, мои дорогие овны, оно вас ставит перед выбором, и по двойке мечей мы всегда должны как будто
у нас два меча, да, это своего рода, как мы в тупике словно оказались. Мы дошли и шли какой-то период, доходим до стены, и нам отсюда только направо и налево. Мы не можем продолжать действовать, идти в том же направлении, как это было прежде. И вот из этих двух мечей мы должны оставить словно один. Я называю туз мечей выход из лабиринта. Вот какой-то выход из лабиринта, из какой-то тяжелой ситуации. Посмотрите, нам только об этом рассказывают карты. Хорошо, давайте мы спросим конкретно, какой же будет прогресс, в чем он этот выход. Давайте вот как совет, может быть, даже от карт. А вам надо стать императором. Вы и есть императоры, мои дорогие. Ваша карта, сигнификатор. Посмотрите, но, видимо, от каких-то непонятностей, от какой-то двойственной ситуации. Или когда, зная ваш характер, какую-то, знаете, вы можете быть кем-то словно распланированные. Вас, может быть, прежде было легко подцепить на эмоции, и уже Овен где-то побежал, начал действовать, да. Это для кого-то было удобно, выгодно, потому что прогнозируемо. А здесь надо так уйти, чтобы вы сами управляли каким-то процессом. По этой карте нам сразу говорят и о достижениях, и о власти, император, и о том, что мы смотрим на мир где-то, может быть, отстраненно. Не должны меняться наши планы. По императору мы сами готовы скорректировать что-то в мелочах, чтобы что-то глобально важное оставить как раз неизменным. Когда мы не рискуем ни собой, ни своей репутацией, построить совершенно новое качество жизни, видимо, через какое-то прошлое поражение, через прошлое разочарование, может быть, какое-то предательство, когда мы, правда, складываем оружие и переходим совершенно в другую плоскость, с другими возможностями, но, видимо, прощание своего рода с какой-то прежней ситуацией. У кого-то это может быть как по работе, как, может быть, и с людьми, для того, чтобы обрести себя самого. Свою собственную карту вам предоставляет колода, точнее, золотого таро, и говорит, вы совершенно можете построить иной уровень жизни в 2024 году, пройдя через какое-то, может быть, и непростое переосмысление. Давайте мы посмотрим неожиданности, с которыми мы можем столкнуться, вы, мои дорогие овны, в течение 2024 года. Каковы они могут быть? Неожиданности. Туз жезлов. Это как ваш личный какой-то инсайт, вот пошла ваша энергетика только после карты император. То есть, мои дорогие, вот какой-то сложный у вас расклад на 2024 год, правда? И, откровенно-то говоря, совершенно для меня неожиданный, правда? Потому что, посмотрите, начинается с карты колесницы, когда нам сказали, что будет много перемен, будет много изменений. Мы сами уже не останемся как прежними. Дальше нам говорят о том, что надо быть совершенно в других энергиях. Первыми выпали два старших аркана. Потом словно нам какую-то ситуацию раскрывают, и в итоге это вот какая-то победа, и ваша карта, император, как сфера достижений, и то, что мы имеем, оно должно вот выстроиться в какую-то логическую цепочку. Если мы говорим в неожиданностях, возможности по тузу жезлов, которые будут, которые нужно использовать, это когда мы сталкиваемся как раз, может быть, с тем, что ну, где-то не похоже на прежние ситуации. Все же у нас выпадает два старших аркана, как я сказала, колесница, луна. И дальше у нас, как в неожиданностях, выпадает туз жезлов. Значит, какая-то возможность, которая может таиться даже в патовой ситуации. Вы люди сильные, и, может быть, ваши личные качества для вас будут означать как какой-то реванш, но тот просчитанный, или в тех, может быть, ситуациях, когда все остальные испугались, отступили назад, а вы для себя увидите какие-то возможности. У кого-то это вот возможности будут связаны с переездом, со сменой сферы деятельности, со сменой вашего отношения к самим себе, безусловно. У кого-то из вас еще и будут перемены и возможности с тем связаны, когда вы отпустите прошлое окончательно. Может быть, имеется в виду какой-то шаблон, не действовать как прежде. Вот если мы говорим в неожиданностях,
именно возможности. Их важно где-то не прошляпить, мои дорогие овны. Давайте мы узнаем, что важно знать или что скрыто. Вот нам выпадают две карты, мы в любом случае их откроем. Тут словно по судьбе Иерофант, это всегда та ситуация, когда, ну, считайте, как прописано что-то в небесных скрижалях. Где-то нам придется ожидать. То есть какой-то сразу молниеносный эффект не получим, но вам и самим, может быть, не будет хотеться быстрого эффекта, но и который растворяется словно в пространстве, во времени, в воздухе. И я не вижу результатов или плодов труда своего. А по семерке как раз пентаклей это когда мы уверенно, надежно строим свое финансовое благополучие. Нам показаны пентакли, которые растут на дереве. Может быть, не так быстро, и вам захочется уделить внимание тому, я уже об этом говорила, что надежно, то, что на годы вперед. И по карте Иерофант мы готовы учиться. У кого-то, может быть, что важно знать, придется учиться, как новой профессии, новой специальности. Или даже в той области, где вы сейчас трудитесь, работаете, если это дело ваше, да, вы любите свой род занятий, все равно есть какое-то обучение, мы готовы учиться. Для кого-то из вас это будут означать какие-то очень важные вехи, когда мы сможем, например, если был в плане переезд или он вдруг у вас станет на повестку дня, вы его точно сможете осуществить. Больше мы говорим, конечно, на повестку года, безусловно, но по карте Иерофант также еще и говорят о том, что нам придется быть в других энергиях, ходя по инстанциям, согласовывая те или иные документы. Мы уважаем власть и иерархию, и если прежде, к примеру, вы бы кому-то что-то доказывали или пытались словно перепрыгнуть через голову начальника, теперь у вас, к примеру, вы сами вот в этих энергиях, как император. Император – это власть, и поэтому власть – это всегда где-то и маг. Сделать так, как я хочу, чтобы было все в моей власти. И плюс проконтролировать дважды, что все идет так, как я хочу. И это тоже будет укрепление вашей власти. И, наконец, наперед что-то для себя уже запланировать, иметь вот это самое, не просто подушку безопасности, а какой-то, знаете, фарватер материального благополучия в плане прогресса, чтобы любой мой план на последующий период, он был как осуществлен, я мог его контролировать и, опять же, усиливать свою власть. Вот эти все составляющие, о них нам говорит карта Иерофант. Уважайте власть. И тогда власть, она будет вашей одной как будто составляющей вашей личности, понимаете? Для того, чтобы стать императором, надо и его в себе как будто найти или прочувствовать. И если прежде этот император у вас был на каком-то импульсе, то теперь этот император должен быть построен на магии, с учетом законов, положений или тех ситуаций, как по традициям иногда еще вот это тоже проходит. Не действуем, в принципе, против системы. Вот, видимо, это все важно знать. Давайте Еще одна карта выпадает. Видимо, не все сказали. Король кубков. Для кого-то вот две составляющие на весь период 2024 года. Двояко у короля кубков. Это наша личная жизнь, то есть это самые близкие люди, раз. И второе, это материальная составляющая. Вот, видимо, в течение 2024 года, что важно знать, как прочное построение моей стабильности, моей уверенности, так и отношения, которые строятся на любви, на доверии, на гармонии. Давайте мы достанем, что скрыто на этот год. Чему, может быть, нужно уделить внимание. Вот смотрите, у вас, видимо, будут в течение 2024 года ситуации по четверке кубков, когда есть разочарование. И пространство вам тут же откликается на этой карте ангел. Посмотрите, вот как стоит какая-то чашка, 3 кубка полных, а эта чашка, она даже нам показывают на карте, она не такая, как эти кубки, она как будто выбивается из общей канвы. То есть у нас есть разочарование по какой-то миске пустой или потому, что у нас не получилось. А обратите внимание, это миска, а рядом много животных. Как будто эту миску надо опустить вниз и оставить тем, кому она предназначена. А нам высшие силы, ангел,
вам уже как будто приготовил 4-й кубок. Поэтому и говорят, не замыкайся где-то. Посмотрите, человек в этой колоде карт изображен, он скрестил руки на груди, он как будто закрывается. Да, нам придется проходить через вот эту переоценку ценностей и нашего окружения. Но помните, мои дорогие овны, видимо, что скрыто. Вы можете не видеть какую-то свою удачу, возможности, а вас ангел-хранитель будет поддерживать и говорит: убери ты со стола эту миску. Я тебе сейчас дам совершенно другие возможности, другие дары, и чтобы ты был счастлив. Вот это будет, видимо, скрыто, понимаете, в себе не сомневаться. Смена энергетики, действительно смена какой-то парадигмы. Давайте мы с вами достанем еще одну карту, и карта совет. Вот такой совет, мои дорогие овны. Не успела сказать. Это карта Ля Папеса. Действительно для вас меняется. В 2024 году должна поменяться жизнь. Вы сами должны измениться. И это карта Верховная Жрица, но она выглядит совершенно иначе. Прежде, вот именно в этой колоде Золоченого Таро, она изображена как Ля Папеса. И это исторический факт, который, в принципе, в хрониках не существует. Но 850-870-е года, поскольку нет прописанных дат, это действительно как бы остается так вот за кулисами. В истории католической церкви в течение 2,5 лет правил не папа, а была Ля Папеса. Это была девушка. Тут действительно у вас смена какого-то шаблона идет, овны. Если мы достаем карту, как хотели, да, совет, и у нас переворачивается эта карта. Так вот, эта девушка, она рано поняла, что оставаясь женщиной, она может рассчитывать только на семейную жизнь, для того, чтобы где-то обслуживать мужа, быть ему удобной, растить детей. И все. Она хотела строить карьеру. Она была пытлива умом, она умела владеть мечом, кстати. Она знала очень много наук, языков. Она была очень умна, она была интеллектуалка. Она выглядела как подросток, поэтому и не составило труда сойти за как бы ученика, да. И она, выдавая себя за мужчину, тем не менее, сначала за юношу, впоследствии она смогла дослужиться до кардинала, и после она становится папой. Никто не знал этого. И вообще, как бы по хроникам, которые присутствуют, есть совершенно разные суждения, есть разные описания. Самое популярное это говорит о том, что она была беременная, и роды начались во время праздничного шествия. Она просто не выдержала физически этой нагрузки, и она родила буквально на ступенях храма. В последующем разъяренная толпа забрасывает камнями как ее, так и ее ребенка. Кто-то из хроник описывает, что это было не на ступенях храма, а ближе где-то к Колизею, но суть та же. И я прочитала относительно недавно, это один из итальянских авторов, который пишет, на самом деле она родила здорового мальчика. И в последующем этот мальчик, он дослужился тоже до определенных чинов. А сама она была как в изгнании, на нее была наложена эпитимия, и когда она умерла, сын ее похоронил. Так вот, совершенно разные хроники. Мы о чем? Тут не просто смена парадигмы, смена шаблона, а вы что-то должны сделать такое, что вам не свойственно. То, что от вас не ожидают, может быть, мои дорогие овны, чего вы сами от себя не ждете. У вас достаточно непростой расклад, вам нужно измениться самим. Поэтому у нас и начинаются перемены, успех, удача. Он приходит не просто так, вот как манна сваливается нам, да, а вот через какой-то период сложной трансформации, через переоценку ценностей людей, окружения, смены этого окружения, смены каких-то возможностей, когда мы действовать начинаем совершенно по-другому и делаем то, чего от нас не ждут окружающие. Это нам приносит власть, достижения, деньги, возможности, новое качество жизни. Вот такой 2024 год. Будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие овны.